Давненько меня не было на ютубе, добро пожаловать на мой канал, всем ассаляму алейкум. 1,5 года назад я снимал видео о том, что я ищу офис, выбираю помещение, после этого случились определенные интересные события, которые весь мир, так скажем, поменяли наши планы. Мы с женой улетели путешествовать, больше полугода мы путешествовали. И в апреле прошлого года я снял вот этот вот офис, из которого я сейчас снимаю это видео. То есть 10 месяцев назад, и я его еще не показывал на ютубе. Пока я писал эти заметки и смотрел эти вычисления, я, конечно, удивился, что прошлое видео об офисе было 1,5 года назад, то есть это 1 год и 7 месяцев, как быстро летит время. И 10 месяцев назад я снял этот офис, то есть я вообще думал, что полгода он у меня, там может быть 5 месяцев, но никак не 10. То есть я еще посчитал, что я в этот офис вбухал уже больше ляма рублей. Вот, интересно, давайте я вам покажу офис, посмотрим его. Начнем прямо отсюда. Это мой рабочий стол. Здесь я в основном сейчас работаю, провожу основное свое время. Вот здесь такая еще есть штука. Когда я устаю сидеть, я ставлю Mac сюда и работаю стоя. Очень прикольная штука. Это здесь зона жены. Здесь работает жена. Ну и в принципе вот у нас такой вот офис. Я еще покажу картинками отдельно, каким офис был, когда мы сюда заехали. Вот ничего этого не было, стены были в обоях, пола не было, здесь был голый бетон, все положили, постелили, покрасили, сделали под себя. Вообще ничего не было, эта комната была вообще желтой. Алиса, включи свет. Сюда вот такую вывеску сделал. Здесь я сделал некую мини-кладовку. Вот это все было желтым, здесь все было белым. Сделали здесь студию для съемок. Вот здесь вот мы снимаем уроки, выпуски на YouTube, наши продюсерские проекты. Вот. Сейчас, конечно, я думаю, надо было в белый покрасить, может, снова перекрасим. В общем, вот такой вот прикольный офис. Кстати, вот про это я сейчас еще тоже расскажу, что это вообще за картина, что это за цифра 2,9 миллиарда. Вот, это уже сейчас продолжим дальше рассказывать на штативе. Чем мы сейчас вообще занимаемся и чем мы занимались все это время? Мы занимались, как и я рассказывал в прошлых видео, продюсированием, запусками продюсированием. Продюсировали других, продюсировали себя, набивали кучу опыта и ошибок, то есть были в онлайн-образовании. Сделали больше 30 миллионов выручки нам и нашим, так скажем, продюсерским проектам. И только сейчас, спустя кучу ошибок и опыта, я нашел для себя оптимальный вариант, как я хочу двигаться, чтобы, понял свои слабые стороны. Очень сильно, тяжело было в прошлом году, в конце последние полгода, в общем. Я прямо взял на себя очень много обязательств, которые не смог выполнить качественно в моменте. Из-за этого появились кассовые разрывы, из-за этого появились возвраты. То есть возвращать людям деньги надо было, которые были по факту уже потрачены. Вот. И из-за этого тяжело было идти. Когда обязательства накапливаются, и ты их не можешь вовремя выполнять, это очень сильно давит морально, особенно когда ты... Я думал, я бессовестный человек на самом деле. Оказалось, все-таки совесть очень даже у меня есть, не знаю, к сожалению или к счастью. Она очень сильно давит, и когда ты просыпаешься по утрам, у тебя первая мысль: так, этому надо вернуть, этому надо услугу указать, как это все успеть, так далее, так далее, так далее. И получается, не хочется даже просыпаться, не хочется вставать, долго спишь и так далее. А еще на улице зима. Я сильно ненавижу зиму, и за счет вот этих вот образованных обязательств у меня я не могу пока что улететь из страны.
Вот именно вот последние несколько месяцев. Вот, до этого, конечно, мы нормально так путешествовали, летали. Сейчас 3 февраля, я выполнил большую часть обязательств, у меня остались мелкие обязательства. Сейчас я вернулся обратно в энергию, в состояние, когда я могу творить, когда я могу что-то делать, и прям мне это интересно делать. Вот, чем мы конкретно сейчас занимаемся. Во-первых, у нас есть несколько проектов на продюсирование, также продолжаем продюсировать, потому что это нам приносит, так скажем, основные деньги. Свой проект я пока на время, на неопределенный срок прикрыл, то есть мы пока больше не обучаем продюсированию, у меня нет пока больше личной работы, я взял время на восстановление. И мы последние месяцы обучали новичков. Для меня, ну, как бы я думал, окей, начнем обучать новичков, подключили коуча, подключили кураторов, включили внутреннюю рассрочку, потому что мы не даем банковские рассрочки, потому что это харам, харамные деньги, ну, как бы не барагятные, в них никакой пользы не будет. И наткнулись вот на такие грабли, что я-то команде плачу, нифигово так плачу. И создался некий такой кассовый разрыв, что я каждый запуск работал в минус. Дальше уже люди не оплачивали вторые, третьи части рассрочек. Из-за этого было очень тяжело, не создавалась вот эта дельта, которая там на рекламу нужна, на просто жизнь нужна, и я вот так вот это накапливал. Вот сейчас пришли к выводу, что если что-то и будем делать для новичков когда-либо, то не то, что когда-либо, в ближайшее время, в ближайшие, наверное, годы, то это именно вот записанные продукты, именно где нету большой вовлеченности с нашей стороны, потому что с новичками очень тяжело работать, очень тяжело достигают они результата. Ну, как бы по статистике так и есть, только там по рынку 5% достигают результата, кто покупает продукты в целом. Вот. И здесь уже не особо помогает то, что ты сильно вовлекаешься, здесь именно вопрос уже мозга, я это понял сейчас уже на практике и понял, что да, я новичков пока больше брать не буду. Это касается именно обучения каким-то профессиям, продюсированию, запускам, предпринимательству, курсы по бизнесу. Это все, этому всему реально тяжело обучать. Почему? Потому что в первую очередь это софт-скиллы. Хард-скиллы, как бы это легко получить. Хард-скиллы это вот когда ты какой-то навык получаешь. А софт-скиллы это когда там ответственность, это, то есть какие-то качества человека, которые позволяют ему идти дальше, как бы делать результат. Там, условно, вот мы за последние несколько месяцев там всем одинаковую информацию дали. Все получили одинаковый контент. Но кто-то сделал 0, кто-то ушел вообще в минус, умудрился как-то уйти. Дальше кто-то сделал там 500 тысяч, кто-то сделал 1 миллион, кто-то сделал 5 миллионов. То есть мы дали абсолютно всем одинаковую информацию, но все сделали совершенно разный результат. Вот, поэтому в этом плане сделали такой вывод. И личную работу я, скорее всего, если буду продавать еще, то за высокий чек, ну, минимум хотя бы от 500 тысяч, там, или от миллиона, и максимум там рассрочку на 2 части делить. Но это пока что вот такие у меня мысли. Это что касается продюсерских проектов, наших проектов. И сейчас, ну, опять же, пришли к тому, что для меня оптимальный вариант работы. То есть я понял, что мне тяжело дается запись уроков и выполнение обязательств именно в этой части. Я очень хорошо работаю за кадром, я очень хорошо как бы этим всем, ну, там, командой занимаюсь, там, всем остальным, то есть внутрянкой, операционкой. Но тяжело мне дается именно исполнение обязательств по урокам. Поэтому мы сейчас решили открыть еще одну, так скажем, школу месяц назад, 1 января, по финансовой грамотности и инвестициям для мусульман. На эту тему меня натолкнул знакомый, когда мы сидели в бане. Я такой, да, прикольно было бы, наверное, что-то такое сделать, тем более у меня есть боль, тем более у меня есть на это очень такой жесткий запрос, и человек не совсем закрывает эту боль в своем продукте, поэтому мы решили делать свой. И на часть контента я привлек уже в этом случае партнера, который будет заниматься вот контентом, съемкой уроков, у которого это очень хорошо получается. Вот, и здесь я нашел вот такой оптимальный вариант, когда я как бы
и за кадром, но в то же время и могу быть в кадре, но мне это не обязательно делать. То есть есть конкретный человек, который этим занимается. Вот, он у меня в доле. Теперь уйдем чуть-чуть назад. Откуда вообще появилась эта, так скажем, онлайн-школа и компания? У меня есть проблема, да, и все еще есть проблема, то, что я, если и зарабатываю, то я трачу все под ноль. То есть у меня нету или не было финансовой грамотности, я не умел управлять деньгами, больше зарабатываешь, больше тратишь, больше зарабатываешь, как бы такая фигня. Вот, и, соответственно, мне постоянно не хватало, и я вот, так скажем, где-то в долги входил, где-то, там тяжело было перекрываться, где-то нужно было еще больше зарабатывать, то есть в постоянном стрессе находился и не было финансовой грамотности. И я никуда не инвестировал, не инвестирую. То есть я посчитал, сколько я потратил за последний год. Не посчитал, а примерно считал. Мультов может быть 10-15, где-то вот так вот. Я посчитал, что если бы я хотя бы просто 10% от этого вкладывал или откладывал, я себе давно бы уже и тачку купил, и инвестировал бы, и портфель бы хороший, солидный собрал, и, то есть у меня была бы какая-то подушка и был какой-нибудь капитал. Вот сейчас у меня его, по сути, нету, кроме моего, так скажем, бизнеса, а бизнес по факту пока что зависит от меня. Вот, и из этого появился вот этот вот запрос, который по факту не может никто закрыть в том виде, в котором я хочу, чтобы этот вопрос закрывался. То есть нету какого-то инвестиционного сервиса и обучения по финансовой грамотности в том виде, в котором я его хотел бы видеть. И мы, соответственно, начали это делать. У нас есть сейчас две ветки. Это образование. Мы будем обучать, уже начали обучать, финансовой грамотности. Это продукт начинается от 5000 рублей, где мы обучаем финансовой грамотности и азам инвестирования. После этого, скорее всего, сделаем еще какой-то продукт, уже конкретно по инвестированию. И прикол в том, что эти все продукты я по факту делаю для себя. Но спикером здесь являюсь не я, а приглашаем как раз-таки людей, которым мы доверяем, которые уже являются экспертами в этих областях уже 10 лет, например. И из-за того, что этот продукт создается под себя, он получается очень качественным. И в этом плане я буду горжусь тем, что мы сейчас делаем. Это направление обучения. Дальше мы решили делать сервис по инвестициям, инвестиционный, так скажем, сервис для мусульман по халяльным инвестициям. Я нашел очень много конкурентов, которые за рубежом находятся, и нет прямо такого сильного конкурента в России и даже в СНГ, можно сказать, в том виде, опять же, в котором я это вижу, чтобы человек мог прийти, ему составляется под его запрос портфель из акций, исходя из его риск-профиля, агрессивный, умеренный, еще какой-то есть. Собирается портфель из халяльных акций, из халяльной крипты и еще варианты инвестировать, куда можно, в бизнес, а не в бизнес, мурабаха, не мурабаха. Чтобы это было все в одном месте, чтобы человек пришел и закрыл свой запрос. Дальше мы поняли, что нам надо еще становиться, конечно, фондом, который будет принимать эти деньги и распределять, например, на рассрочки, на инвестиции туда, на инвестиции в третье. И, соответственно, делать хорошую доходность нашим инвесторам, закрывая, опять же, в первую очередь свою потребность. И я соответственно, резюмируя, пришел к такой оптимальной точке, в которой мне сейчас очень кайфово работать. По сути, я сейчас с утра до ночи, последний месяц точно работаю, и мне прям это нравится, и этот момент у нас запуска идет, и хочется, конечно, мы делаем сейчас, кстати, приложение, и на это сейчас мы хотим привлечь в этом году венчурные инвестиции, может быть, 1-2 миллиона долларов. У меня никогда не было опыта привлечения таких сумм. Да, я привлекал миллион, 2-3, такие небольшие суммы рублей. А несколько миллионов долларов я еще не привлекал, и это для меня новый опыт, и это то, наверное, над чем мы сейчас будем работать в ближайший год. Через месяц Рамадан,
все фонды саудийские, эмиратские закрываются, не будут работать, поэтому это некий такой еще челлендж получается. В общем, вот такие дела. Инвесторам в идеале, конечно, хочется видеть человека по типу, например, Маргулана Сисимбаева, смарт-инвестора со смарт-деньгами, который нас усилит не просто кэшем, а именно еще своими мозгами, своим, так скажем, влиянием, ну, чтобы еще усилить сильно продукт. Мы сейчас решили сначала идти на Россию, потом СНГ, и потом уже выходить на мир, там уже запускаться. Вот, сейчас очень-очень много всего приходится изучать заново, не то что заново, а дальше, и много моментов, которые непонятны, но от этого становится только интереснее. И весь вот этот вот опыт, который мы накопили в запусках, в продюсировании, сейчас мы накладываем на там, вот этот сервис, и это, конечно, очень-очень сильная для нас, так скажем, это наша сильная сторона, и это дает нам фору, так скажем, не то что фору, а дает нам шанс быстро дойти до результатов наших конкурентов и их обогнать, потому что практически у всех наших конкурентов страдают соцсети, страдает именно контент-маркетинг, а не просто как просто бизнеса, нету прям какого-то прям лица, например, там в основном нету понятной коммуникации с людьми, и здесь мы можем сделать вот такой вот понятный продукт для инвесторов, и обойти их, иншаллах. Надеюсь, у нас все получится. Посмотрим, к чему это приведет. Я, кстати, ни в инсте еще не рассказывал. Это вот, я даже не планировал здесь это рассказывать. И сейчас вот, так скажем, ну так вот вылилось. И посмотрим, что из этого выйдет. Вот ту картину, которую я показывал, и 2,9 миллиарда. Я пока об этом не буду рассказывать. Расскажу как-нибудь, наверное, в следующих роликах. И, ну, может, когда уже инвестиции привлечем, я покажу, что это за такая цифра. Вот. Всем ассаляму алейкум. Увидимся.